Россия и Таджикистан могут нарастить объемы взаимной торговли до тех уровней, которых достигли перед началом пандемии. Об этом Владимир Путин заявил, принимая сегодня в Кремле президента Таджикистана. Эмомали Рахмон прилетел в Москву на празднование Дня Победы, и этот визит стал поводом поговорить не только о празднике. Помимо экономики, лидеры подробно обсудили и другие серьезные вопросы, к примеру, трудовую миграцию и текущую ситуацию в Центральной Азии, в том числе в Афганистане. Несмотря на то, что контакты между главами России и Таджикистана происходят довольно часто, в последний раз лидеры говорили 2 недели назад по телефону, повестка все время обновляется, встают новые важные темы, которые нужно обсудить. Но первые слова произносятся о нашем общем празднике и общем подвиге. Завтра Эмомали Рахмон примет участие в параде на Красной площади, а сегодня он возложил цветы к мемориалу в Душанбе. Торжественная церемония прошла в парке Победы на восточных холмах в живописнейшей части города. И сразу после Рахмон отправляется в Москву. Россия – главный стратегический торговый партнер Таджикистана, первое место по товарообороту. И даже несмотря на пандемию, в прошлом году смогли наторговать почти на $1 миллиард. Солидную роль в экономических связях играет миграция. Из Таджикистана на заработки ежегодно выезжает 460 тысяч человек, по большей части в Россию. Отдельно говорили о вопросах безопасности. Москва и Душанбе сотрудничают в военной сфере, занимаясь совместной модернизацией вооруженных сил республики. Сейчас особое беспокойство в Таджикистане вызывают события, происходящие в соседнем Афганистане. Чтобы обезопасить границу, Москва и Душанбе в конце апреля договорились создать объединенную систему ПВО. Эти вопросы еще будут обсуждаться, наверняка и в рамках более широких форматов, где наши страны сотрудничают, например, ОДКБ. Таджикистан в этом году возглавляет организацию, как и ШОС, готовя предстоящий саммит. В этот раз приехали в связи с Днем Победы и находитесь в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, потому что в этом году Таджикистан возглавляет нашу совместную организацию. Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли. Очень много и героев Советского Союза из Таджикистана, полных кавалеров орденов славы. И знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане об этом всегда люди помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник. Конечно, в ходе визита будет возможность поговорить и о двухсторонних отношениях. Мне очень приятно отметить, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Правда, товарооборот немножко упал в связи с пандемией, но уверен, есть все основания полагать, что он будет восстановлен и будет развиваться. У нас хорошие проекты, безусловно. Важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Но и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. Но что касается региональных вопросов, то Таджикистан в этом году еще и проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества, возглавляет эту организацию в течение года. Все, что зависит от нас, от России, мы будем делать для того, чтобы поддержать вас в этой работе. Ну и, наконец, конечно, очень важным являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас в Таджикистане, функционировать 201-я
база российских вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Во-первых, еще раз большое спасибо за приглашение. Прежде всего, хотел бы поздравить вас и весь дружественный народ России с великой победой. День Победы – это светлый праздник наших народов. Таджикско-российские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Россия – наш главный торговый экономический партнер. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить наши тесные взаимодействия в сфере безопасности. Наши отношения развиваются в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, готов обсудить с вами наши сегодняшние и общем будущее наши двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, которые вы тоже только что затронули. Прежде всего, вопрос безопасности сейчас региональный вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе ВОЗ, практически они уже больше половины вывели. И сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась. Мы имеем самые протяженности границы с Афганистаном. Это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза лежит на доле Таджикистана. Ну, вы знаете, что с очень сложным горным рельефом. 1300 километров? Больше 60% да, на доле Таджикистана. Большое спасибо. Я знаю, что и за приглашение участвовать как председатель ОДКБ, участвовать завтра в параде. Ну, также хотел бы проинформироваться, как председательствующий юбилей саммит ЧОС. Подготовка идет полным ходом. Мы с вами еще хотели некоторые детали обсудить. Ну и также готовимся к проведению саммита ОДКБ в Душанбе. Большое спасибо.